Всем привет! Это вы удачно зашли, а я как раз приготовила ароматное, неимоверно вкусное клубничное варенье. Существует множество рецептов приготовления клубничного варенья, только в моем репертуаре их несколько. Этот рецепт один из самых простых и практичных. Кому интересно, оставайтесь со мной и будем готовить клубничное варенье. Это изысканное лакомство вместе. Итак, клубнику я уже помыла, откинула в дуршлаг, чтобы вода вся стекла с нее. У клубники отрываю плодоножки и отправляю ее в широкий сотейник. При этом надо постараться, чтобы не повредить клубнику, иначе при варке клубника расползется. Для этого или можно ноготком ухватиться за донышко хвостика, плодоножки клубники и пару раз прикрутить хвостик. В таком случае плодоножка само по себе оторвется от ягоды. Или же острым тонким ножом надо бережно отрезать плодоножку. Сделайте это любым удобным для вас способом. Очищенные от плодоножек ягоды клубники отправляю в сотейник и засыпаю их сахаром. Делаю это слоями, чтобы каждая ягодка клубники была засыпана сахаром, но при этом использую пока всего лишь 1/3 из общего количества сахара. Для клубничного варенья годится спелая, сладкая и желательно не очень крупная клубника. Клубника, которую я сегодня варю, не очень, честно говоря, мелкая, зато она прям медовая, достаточно сладкая. Да, в этой связи хочу отметить, что сахара в клубничное варенье я кладу сегодня на 20-25% меньше. У меня сегодня 1,2 кг клубники, уже очищенные, а сахара я сюда положу 900 грамм. Отправляю в сотейник остаток клубники и сверху засыпаю все сахаром. Сотейник с клубникой закрываю крышкой и отправляю его в холодильник. В принципе, можно оставить клубнику и на пару часов на столе. Я обычно оставляю ее в холодильнике и на всю ночь. А на утро стерилизовала банки и крышки от них. Теперь достаю сотейник из холодильника и тут же отправляю его на плиту. За это время клубника хорошенько пустила сок. Огонь пока средний. Когда сотейник становится горячим, огонь убавляю чуть ниже среднего. При желании можно снять пенку. Это можно сделать при варке, это можно сделать в самом конце, а можно и не снимать пенку. Теперь довожу клубничное варенье до кипения. Варю его ровно 10 минут. Я, как правило, для этого включаю таймер, чтобы ничего не упустить. Через 10 минут насыпаю в сотейник 1/2 сахара. Клубнику не мешаю, она может помяться, элементарно, да. Иногда можно потрясти сотейник, чтобы все ягоды утопились в соку, в сиропе. Я по всей поверхности также варенье заливаю его своим же соком. Делаю это очень осторожно, чтобы не помять ягоды. Когда сахар намокнет, он уходит на дно сотейника и потихонечку растворяется в сиропе. А заливая сахар сиропом, утопая ягоды в этом сиропе, я ускоряю этот процесс. Опять довожу клубничное варенье до кипения. После первых пузырьков провариваю его 10 минут. Через 10 минут насыпаю в сотейник примерно 1/3 чайной ложки лимонной кислоты и остаток сахара. Я обычно, честно говоря, лимонную кислоту мешаю с сахаром, а потом уже все отправляю в сотейник.
Опять все то же самое. По всей поверхности варенья заливаю его своим же соком. Иногда трясу сам сосейник. Одним словом, всячески помогаю сахару раствориться, растопиться в сиропе клубничного варенья. На всякий случай прохожусь по донышку сотейника. Проверяю, не застыл ли на дне сахар. При необходимости можно слегка мешать варенье, только очень и очень бережно. Вновь довожу варенье до кипения, варю 10 минут, еще в горячем виде собираю клубничное варенье по банкам и вуаля! Неимоверно вкусное, изысканное и нежное клубничное варенье готово. Банки сперва наполняю наполовину клубникой, затем заливаю ягоды соком. Из указанного количества продуктов у меня сегодня получилось 5 баночек по 250 грамм. Примерно столько же я оставила сейчас поесть. Банки с клубничным вареньем плотно закрыла, укрываю их полотенцем. Через сутки достаю варенье и убираю в веранду. Может показаться, что клубники в банках недостаточно. И, в общем, варенье немного жидковатое, но это обманчиво. Клубника весь свой сок отдала варенью. А со временем она постепенно этот сироп возьмет обратно. Ну, как бы впитается с сиропом варенье. И все станет на свои места. Смело рекомендую приготовить такую вкуснятину для себя и для своих близких. Как вы убедились, готовится клубничное варенье по этому рецепту на раз, два, три, а на выходе получается неимоверно вкусное лакомство к чаю. Я всем желаю побольше теплых, приятных чаепитий с теми, кто вам дорог. Благодарю всех за просмотр, и если видео понравилось вам, не забудьте поддержать его лайком. Гостей приглашаю подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные и практичные видеорецепты от меня. Я пока прощаюсь с вами, но буду ждать вас у себя в гостях, ведь я и рада, всегда вам рада.